Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть под названием Зуба, и сегодня будем тащить за жирафа Пеппера, да, конец недельки. Капец, какой же он упоротый. Ай, ладно, слов нету. Только перед этим, наверное, посмотрим его немножко атрибут. Я не помню, распределял я их или нет. То есть они как бы есть, но как бы их неплохо было бы распределить. Ну, копье тут нечего двигать. По бомбе мы сделаем ему меньше радиус, до 8, и меньше перезарядку. Давайте пока так и сделаем дальность. То есть, как вы знаете, у жирафа Пеппера дальности вообще нереальные. Но мне интересно, что будет с бомбой с увеличенной дальностью. Даже я бы сказал, давайте сделаем вот так вот. Не знаю зачем, но давайте ради прикола сделаем так. Посмотрим чисто. Как бы, ну, да, там дальность прям нереальная. Мне интересно, что будет с дальностью теперь. Потому что раньше можно было там через всю карту бросать, а теперь, что, за карту. И лук у нас еще есть, но 3%, ну, обменяем, ладно. Ничего страшного, в принципе, не будет. И с такой вот сборочкой отправимся в командные бои. Да, командные, почему? Ну, Пепперу там удобно. Кинул тройную гранатку, стоишь себе, бахаешь, там союзники дерутся, противники дерутся, а ты себе там закидываешь у них все. Главное, выжить еще иногда. Накинул укол Дрелина, чтобы не умереть. Надеюсь, это поможет. А может и нет. Ну, в общем, поехали. Хотя, осознавая то, что я сейчас буду играть 7-6 уровнями, я не знаю, кто мне будет танчить всех противников, пока я буду дамажить. Ну, 3 Джейд в команде есть, как бы, кто-нибудь из них потанчит, да? Сейчас бы где-то достать гранатку. Походу там ребят... А, нет, дробовик достали. Так, ну, мне нужно копье. И лук. Блин, я пошел, короче, за луком серебряным. Нельзя серебряный лук упускать. Так. Серебряный лук здесь есть. Добиваем почти ботика. Ну, ребята там тоже забрали аптечки. Мне сейчас нужна граната срочным образом какая-нибудь. Кажись, у бота она была... О, золотая. Сейчас затестим, сейчас затестим. Так. Так, блин, не вовремя немножко. Ты куда собрался, друг? Ну вот, короче. Ну, как-то, вы знаете, слабовато работает. Возможно, у жирафа все-таки оно не так правильно работает, как должно работать. Поэтому такие дела. Какой же тут этот наглый бегает? Кенгуроид, мне он бесит. Ну что с этим поделать не получается пока что. Ребятки стараются рядом со мной держаться, чтобы не умереть. Ой, тяжеловато будет нам маневрировать. Я пока в них позакидываю здесь все. Джейд реально решил завалиться. Он тут сбоку стоит. Я там бог 13-й, офигеть! Так и знал, что ворвутся в меня. Ничего неожиданного, как бы. Но я не смогу резнуть ник, Джейд, прости меня. Я просто физически не смогу этого сделать. Этот неадекватный кенгуру до сих пор живой, здесь бегает. А мои союзники просто, ну, половина команды, да? Занимаются, грубо говоря, полным бредом. Он меня сейчас еще и убьет. Кстати, надо бы, наверное, сейчас пойти к ним и побахать них. Во всех там. Пока они между собой дерутся, я могу тут их поубивать. Всех причем. Хорошенько так вот поубивать. У меня очень много урона залетает. С дабл урончика всякого разного. Бобра главное минусануть сейчас. Но не получается пока что особо. Бобер все-таки сильное животное. Сильное животное. Блин, как же сказал красиво. Если бы еще команда помогала. Знаете, вот такое ощущение, что сейчас, что у меня просто нету команды, я тут один. И мне одному как-то надо все это затащить. А как? Я не понимаю. Они потому что быстрее ресурсятся, чем я успеваю дамажить. Понимаете, в чем прикол? Они быстрее ресурсятся, чем я успеваю дамажить. Надо сейчас Бака убивать, а мои союзники не хотят этого делать. Ну убейте вы его, ну что вы стоите? Блин, какие же они бесполезные. Это просто нечто. Посмотрите на них. Просто какие они бесполезные. Ну возьми ты аптечку, Джейд, хотя бы это сделай, а. Я бы хоть похилиться смогу. Ну все, это поражение. Ну, что я мог сказать? Челики друг друга резали, я был один, команды не было. 1 в 5. 1 в 5, и вот. Такие дела. Ну, бывает, что. Это команда бои зубы. Я думал, 3 Джейд мне хоть как-то помогут, они хоть как-то там влетят, подерутся. Потому что я минусовал по 2, по 3, то есть там было по 2-3 челика, которые, ну, лежали просто и не могли ничего сделать, их резали.
А моя команда стояла и смотрела на это все. Типа вот я им должен затащить бой соло, а они там типа постоят в кусте посмотрят. Серьезно? Серьезно? Ай, сокомандники, да, прекрасно. О, 3 бака. Что-то интересно, это такие же будут какие-то Джей, да? Которые мы не дождемся никогда. Давай, бачок, убей, хорош. Так, лутаемся. Жалко, мне сейчас гранатки нет золотой. Была бы гранатка, было бы классно. Ну, золотой есть, золотое копье. Правда, от него толку не особо много, но все-таки не массовое. У нас уже один Никс умер. Сейчас еще. Тут все помирают. Никс погиб. Как неожиданно. Как же неожиданно. И, конечно, у этих ребят нету ни у кого дефибриллятора. Посмотрите на это. Как неожиданно, да? Как же мне эти гении нравятся. В моей команде. А у меня граната нету. Ну, кстати, мы убили акула. Можно сейчас пингвина добить. Ну, я не успеваю. Я нубас. В этом плане. Пытаюсь я пингвина шотнуть. Кстати, получилось. Блин, зачем я похилился, не знаю. Ну да ладно. Говорится, все равно аптечек дофига. Поэтому хилимся. Ну, мы каким-то чудом победили. Не знаю, каким чудом. Они просто испугались баков. Или там такие же гении были, как у меня обычно бывают. Ну, в общем, так вот все получилось. Вот такие дела. Поставлю капканчик на всякий случай, правда. Главное, чтобы на ботан не попал. Закидываем сюда гранатку. Жейт очень сложно, потому что они бегают постоянно. И в них очень сложно попасть. К сожалению. Ну, почти нереально, да? То есть, чтобы попасть в Жейта, должен, чтобы бак их застанил, и я сверху накинул гранату. Но бак их не станет, поэтому такие вот дела. Ну, потому что до бака еще нужно добежать. Ну, или баки у меня такие прям сверхгении попадаются. О, это посмотрите на эту дичь. У меня просто слов нет. И мои баки, которые стоят, ничего не делают. Хотя у них есть сейчас шансы просто взять и зайти, вот, как этот 8-й бак, и развалить, но... Так, ну тут хотя бы попадаю немножко. Польза хотя бы какая-нибудь есть. Кстати, можно было канистру гелия взять вместо укола адреналина на жирафа. Да. И отталкивать Джейд, но пусть лучше будет укол адреналина, он, как по мне, пополезнее будет. Закидываем урончик. По гениям, которые... Да в смысле стенка? Как же эта стенка не вовремя? Посмотрите на этих Джейд просто. Какой же урон бешеный закидывают. А я просто атака фигачу и все. Мне пофиг. И пытаюсь попасть в орла, но не очень попадается. Но повезло, что их было трое, нас 4, как бы мы сильнее. Плюс 3 бака, ну... 3 бака это сила. Они просто нажимают одну кнопочку свою прекрасную. И там трипл стан и все. И все мертво, как говорится. Ну это баки, да. Против 2 Джейд у них не было шансов. Точнее, ну у Джейд не было шансов против 3 бака, да. Именно так. Погнали еще один бейт скота. Я думаю, жирафчик еще покажет свою силу. Плюс надо апать рейтинг. Сундучки, золотая лихорадка, все дела, последний день. Поэтому надо. Сколько лута. Что же выбрать? О, ну тут хотя бы что-то есть. Так. Ну вот эта сводка, это просто... Сколько секунд ты сводился? 5? Это слишком долго. Сведение... Слишком... Прицеливание, да? Слишком долго. Такс, ну... Отправляемся вверх. Блин, моя команда, конечно, любит бегать поодиночке. Акул особенно. Хотя он единственный из нас, кто... Ну, из моей оставшейся команды, кто имеет более-менее нормальный уровень. Надо копье залутать, потому что без него прям вообще будет тяжко. Ай, как же... Вот что он делает? Ну, куда ты так бежишь быстро? Ты не видишь, что у тебя в команде слабые ребята 6 уровня? Акул, надо двигаться командно. Командно. О, лут какой хороший. Это я люблю. Никс сейчас к нам прибежит. Я залутаю вместе с ним. Хоть какая-то польза будет от Никса, надеюсь. Ну, не знаю, по дальности я вроде бы особо преимущества не заметил у лука. Хотя вот сейчас у меня было... У меня же первобытный инстинкт, я как бы сейчас был активным. Наверное, из-за того, что в воду зашел, у меня сбросится. Да, скорее всего. Хотя, видите, сейчас не сбрасывается, когда в воду захожу. Странно очень. Очень. Противников почему-то на карте не можем найти. Ну хорошо, знаете. Как говорится, меньше противников, больше шанс на победку. Может, мы придем в тот момент, когда они будут с друг другом драться, и мы их всех поубиваем.
Мечты, мечты. Ну, посмотрите на этот обзор с золотым луком, кайф. А еще же есть легендарный лук. Да. Жираф все-таки единственный теперь дальник с таким огромным обзором. Раньше можно было и на Милу почти с таким же бегать. Вообще почти на каждом дальнике можно было почти с таким обзором бегать. Не знаю, будем как сейчас против Никса драться, потому что Никс достаточно сильная машина. Но аптечки мы тут как бы у них отжимаем. Кое-как. Вроде. А может не отжимаем, не знаю. Кстати, там Никс бегает, если что, с этим. Забыл, как называется штука. С кофе? Не-не-не, с чем-то другим он бегал. Блин, бобер у них там сильный. Это плохо. Бобер сильный, это капец. Я не вытащу, наверное, соло бобра. Потому что он с ботинком, но они будут слишком мобильные, и я просто в них попадать не буду. А у жирафа как бы 2 выстрела, это... Ну, вы сами видите, да? То есть у жирафа проблемы с попаданиями. И чтобы проблемы эти нивелировать, нужно часто очень попадать. Ну, кстати, сейчас в Никса попал, неплохо, в принципе, за счет этого как-то получилось. Нельзя дать резнуть, вообще никак. На автоатаке надо что-то сделать. Мне, блин, залагало что-то. Попытался двоих шотнуть. Блин, такое ощущение, что мне команда просто ничего не делает, я не понимаю. Вот я сейчас с 3 сразу дерусь, а они такие, знаете, на пофиг просто бегают. Блин, по них все промахнулся. И ничего не делают. И это бесит. Я тут закидываю туда-сюда, туда одиночными, туда массовыми закидываю. Фух. Но эти двое молодцы. Да и вообще 7-й Никс у них тоже был молодец. Ну ладно, пофиг, пусть лутают. Все равно смысла нету. О, отвисло. Я думал, все, сейчас зависло с концами. Ну, Никса убиваем. Этот Никс пойдет, конечно же, за аптечкой. Гений. И сам себя в ловушку, кстати, загнал за счет стенки. А я себя в стенку закрою, чтобы не умереть. Это льва. Бахнем его на ускорялке. Так, так. Ля, ты какой уворотливый. Блин, не туда гранату кинул. И домой. Ну, фух, повезло на самом деле, что мы победили. Потому что то, что было сейчас, когда я только что дрался с Никсом и с Бобром, и как часть моей команды, я, правда, не замечал, какая из этих 4 игроков части ничего не делала, но мне казалось, что они вообще ничего не делают, просто стоят, смотрят, как я там соло пытаюсь развалить этих челиков. Но на самом деле было не так, просто я был сконцентрирован и поэтому не замечал своих союзников. Но, как видите, жирафчик хорош. Если есть хотя бы, ну, один персонаж, который может на себя акцентировать ближников, то, в принципе, жирафа можно раздавать нереальные цифры. Но это нужно найти такого, да, прекрасного союзничка, который будет тебе помогать, так сказать. Ну и тогда тащи. Ребятки, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не забывайте, что сегодня последний день золотой лихорадочки. До завтрашнего утра она будет работать. Поэтому добиваем 1100 рейтинга. Открываем сундучки вот такие вот прекрасные. И лутаем по 1000 монеток. Ну и да, клонский нос на Яру тоже надо залутать. Как же без этого. Это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.